Всем привет! Хочу поделиться с вами моим новым устройством. Как-то одним зимним вечером уставший ложусь. Ужасно хочу спать, но чувствую, что воздуха дома совсем нет. Проблема. Надо встать, а я так удобно устроился. Одеяло и моя подушка просто идеально окутывает мое уставшее тело. А ноги говорят: хозяин, спасибо, что наконец-то добрался до постельки. Будем восстанавливаться. А нет, надо встать, проветрить помещение. Дышать сложно. Вы когда-либо задумывались о качестве воздуха помещения, где вы и ваша семья проводите большое количество времени? Нет? Ну и я об том же. Нет, я не об опасном углекислом газе, не о утечке газовой плиты, пыли в воздухе, нет. Я о банальном газе, который мы с вами генерируем. Это углекислый газ. Он ничуть не менее опасен и зачастую добавляет нам больше хлопот и неудобства. От него болит голова, бывает сильная усталость, и он просто отравляет наш организм, если не следить за его концентрацией и не проветривать вовремя помещение. Так о чем я? Ну да, встал, открыл форточку, лег. Но засыпать нельзя, ведь во дворе зима, а дом отапливается газом. И в эпоху капитализма и глобального потепления совершенно не хочется выбрасывать тепло, то есть деньги на ветер, в буквальном смысле этого слова. Как говорится в моей любимой пословице: каждый сэкономленный доллар – это заработанный доллар. Или рубль, или монат. Ну как, в СССР на банкноте был целый список банкнот. Выбирайте на свой вкус. Надо закрыть форточку. Встал, закрыл. Просыпаюсь утром и мысль в голове: надо бы что-нибудь придумать, автоматизировать эту форточку как-нибудь. Сказано, сделано. Но потом, после того, как закончу с текущим проектом. Кстати, о нем. Вот ссылка на нее. Моя Wi-Fi погодная станция. Итак, добрался я до нашей автооткрывашки. Как и прежние проекты, начал все с 3D моделирования и визуализации. Вот отдельная ссылка на нее. Если будет скучно, смело проматывайте вперед. После нескольких дней 3D проектирования детали готовы к печати на принтере. Через день или два все готово к сборке. Итак, все собрали. Проверяем работу устройства на макетной плате. Вот интерфейс Tasmota. Нажимаем на закрытие. Работает. Закрывает в 2 щелчка. Открываем. Супер, все работает. Собираем дальше. Собрал, открывашку. Вот так получилось. Серво, плата зарядки, литионные батареи, вон она, литионная батарея сама. Вот, значит, плата VMS Mini D1 с прошитой уже прошивкой Tasmota. И такая коробочка, внешняя коробочка. Сейчас предстоит это все собрать внутрь. Сделал все на таких вот разъемах. Ну, как бы это первый прототип, поэтому лучше, чтобы все было на разъемах, чтобы не нужно было перепаивать, если что, а вдруг не получится. Что у нас тут? У нас тут, значит, бип
бипелка, базер, кнопочка и RGB светодиод один. Значит, так это выглядит все снаружи. Кнопочка, чтобы открывать, закрывать. А светодиод будет показывать, значит, состояние, какое состояние находится сие девайс. Это классический интерфейс Tasmota. Первая кнопочка, значит, открывает, вторая закрывает, третья отключает. Это все будет подсоединено к моему умному дому на Home Assist. Вот он. И, значит, отсюда будет все управляться. И с компьютера, со смартфона, с чего угодно. В чем есть, значит, браузер. Итак, собираем это все. Так, устройство собрано. В собранном состоянии выглядит вот так. Все работает. Можно управлять с веб-интерфейса. Надеюсь. Это типа окно закрыто. Что у нас тут есть? Есть порт зарядки, вот он. Есть порт программирования, вот, отдельно я его вывел. Еще что, чтобы можно было запрограммировать его. Порт зарядки можно, его зарядить, подключить постоянно в адаптер, либо подключить к солнечной панели и приклеить эту солнечную панель к окну. Здесь кнопочка Reset, вывел оригинальную кнопочку VMOS. Вот так это выглядит. Если, допустим, мешает ночью свет от светодиода, лишний свет, то его можно выключить. Это все будет подсоединено, автоматизировано, подключено к датчику углекислого газа, концентрацию углекислого газа в комнате, и в случае, если концентрация повышается, то можно поставить на автомат, чтобы автоматически открывалась, значит, форточка и проветривалось помещение. А при нормализации углекислого газа форточка автоматически закрывалась. Ну что, будем устанавливать и тестировать. Модифицировали вот эту планку, которая крепится к раме металлопластикового окна. Значит, убрали вот эту часть, и все открывается и закрывается просто отлично. Значит, это в открытом состоянии, можно еще открыть. Значит, вот настолько открылась. И теперь закрываем. Так, увеличим. Так, пока что закрываю с компа, вот, с интерфейса. Так, значит, закрываем. Так,
Так. Очень плотно закрывает, просто отлично. Зазора никакого не остается. Единственное, остается вот за ручку закрыть. Значит, я придумал механизм еще, который крепится сюда, чтобы он автоматически закрывал окно и открывал при надо. Распечатал вторую версию открывашки. Значит, еще лучше доработал ее. Вообще получается все классно. С прозрачного PLA пластика. Вот так вот получается. Итак, обычная серво, значит, MG995, если я не ошибаюсь, да, MG995. Что нужно будет сделать с серво? Чтобы она крутилась непрерывно, нужно будет внутри удалить переменный резистор, поставить два постоянных и удалить стопор с механизма, чтобы он крутился непрерывно. Вот это следует сделать. Для того, чтобы модифицировать серво для непрерывного вращения, разбираем серво, снимаем с него кожух, вытаскиваем двигатель и плату управления. Изначально на плате управления стоит переменный резистор. Вот он, значит, припаян вот сюда, к трем контактам. Отпаиваем его, он нам больше не нужен. И припаиваем на его место два резистора номиналами такими же, какой стоял переменный резистор. В данном случае у меня здесь стоял переменный резистор номиналом 5K. Вот вы видите B5K. Я его заменил на резисторы по 2,2K. То есть у меня не было 2,5K, и их заменил 2,2K. Но это тоже должно работать. Главное, чтобы два плеча были более-менее одинаковыми. Насколько максимально одинаковыми они будут, и настолько точнее будет работать серво. Кроме этого, есть вот такой главная шестеренка есть. С нее надо снять вот этот стопор. Вот, если видите, на медной шестеренке вот такой металлический стопор. Его просто выдеваем хорошими плоскогубцами или круглогубцами. Это, в принципе, не сложно. И все, собираем обратно. И у нас серво превращается в серво постоянного вращения. Вот, значит, загрузил конфигурацию. Как это делать? Заходим в Configuration. Здесь Restore Configuration. Выбираем файл конфигурации. Вот он. И нажимаем Restore. Ну, так как я это уже сделал, я этого делать не буду. После перезагрузки у нас появляется вот такой интерфейс. Устройство подключено к аккумулятору. Вот, я вывел для солнечных панелей на первой версии, которая у меня там. Я такой опции не оставил, но скорее всего переделаю ее тоже. Вставляя разные значения в PWM1, я добился того, что серво остановилось. Это значение в данном случае 320, PWM1 320. Серво остановилось. Значит, если уменьшить это значение, то оно должно вращаться в одну сторону, если увеличивать, то в другую. То, что нам и нужно. Экспериментальным путем определили, что самое хорошее значение для открывания PWM1 315 и хорошее значение, оптимальное значение для закрывания PWM1 340. И что у нас получается? Вот мы открываем, нажимаем на открытие. Нажимаем на открытие.
Система умного дома. Значит, это тачскрин монитор 24-дюймовый. Операционная система Home Assistant. И мои настройки, значит, я интегрировал вот эту открывашку для форточки в нее, чтобы можно было управлять из нее. Открываем. И закрываем. И выключаем свет. Все. Вывел сюда уровень батареи. И когда последний раз обновлялись данные. Можно и вот так посмотреть, то есть график можно посмотреть, нажав на батарею. Он вводит в график. Чем больше данных, тем плавнее будет график. Сейчас я временно подсоединяю его к солнечной панели через вот этот проводок и проверяю, как он будет заряжаться, то есть достаточно ли будет энергии, чтобы аппарат работал круглосуточно. И как вы видите, в данный момент я распечатаю второй механизм, об этом будет отдельный обзор. Это механизм автоматического открытия окна, то есть ручки, которые поворачиваются наверх, в среднее положение, чтобы открыть нараспашку, и вниз закрывает окно. Я спроектировал его вчера, и в следующем обзоре я покажу, как работает этот аппарат, или работает ли он. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал.